Привет, мой искатель интересного контента. Сегодня я расскажу о книге, которую недавно закончил читать. Книга «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже». Автор Тимофей Мартынов. С Тимофеем Мартыновым я познакомился где-то в 2011-2012 годах. Он ведущий программы «Рынки» на РБК ТВ. Я руковожу никому не нужными продажами в чреве телеком-монстра. К тому моменту я уже дважды неудачно заходил на Форекс и дважды обнулял свой депозит. Ну, конечно же, с Тимофеем я не знаком очно. Наше знакомство только посредством ТВ и редкого общения в соцсетях. Образ его мыслей и манера подачи материала мне определенно нравились. Поэтому, когда примерно в 2013 году Тимофей ушел из РБК, интерес к РБК ТВ у меня тоже как-то подугас. Я стал пользоваться просто другими источниками информации. В 2012 году жизнь не стояла на месте, был Инстаграм и Фейсбук. С Тимофеем я там зафрендился и немножечко подглядывал за его жизнью, радовался его достижениям и успехам. Тогда же я зарегистрировался на SmartLab, это детище Тимофея Мартынова, портал для трейдеров и инвесторов. Я немного читал какие-то статьи, смотрел выкладки, графики, немного сам писал, но это не носило какого-то систематического характера. В этом ролике я бы хотел рассказать о Тимофее Мартынове как авторе книги «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже». Книга была издана в 2016 году, я об этом знал, но как-то все руки до нее не доходили. Но Тимофей упорно упоминает о ней в своей программе «Антикризис» на YouTube, которую я постоянно смотрю. И настал момент, когда я просто созрел до этой книги и захотелось ее почитать. Худо-бедно зарабатывать на фондовом рынке я научился, но управление рисками у меня хромало, ну и сейчас подхрамывает до сих пор. Забегая вперед, я сразу скажу, что книга не ответила на мой вопрос. То есть не было дано рекомендаций делать вот так и не делать вот так. Но в процессе чтения у меня в голове родилась своя система, которую я потом структурировал и переложил тезисно в свой журнал, в котором я отражаю все свои результаты. Журнал мой тоже будет меняться, потому что я понял, что той информации, которая отражена в моем журнале, не хватает для движения вперед, для анализа результатов и ошибок. Таким образом, мои ожидания от книги в целом оправдались. Однако, обладая критическим взором на происходящее и отбросив мое доброе отношение к автору книги, я бы хотел выделить несколько тезисов, о которых просто не могу не сказать. Первое. Я понял, почему я не читал эту книгу раньше. Меня отталкивала обложка. Изображенная на ней зеленая бычья копыта и красная медвежья лапа в целом олицетворяют движение на бирже, то есть бычье и медвежье настроение. Но такой элемент обложки меня определенно отталкивал. Второе. Название книги совсем не соответствует ее содержанию. Механизмом Тимофей называет схему этапов торговли на фондовом рынке. Название этих этапов, облаченные в ромбик, 4 прямоугольничка и кружочек, соединенные стрелочками, но никак нельзя назвать механизмом. Вторая часть названия «Как построить бизнес на бирже» – это завлекалочка для тех, кто хочет нарубить по-быстрому, наколбасить капусты, нарезать баблишко. Если такой человек купит книгу, начнет ее читать, он поймет, что эта книга не для тех, кто хочет по-быстрому. Эта книга для тех, кто должен скрупулезно подходить к изучению рынков, к дохождению закономерностей и прочих особенностей, которые творятся на фондовом рынке. Третье. Книга не дает доступного инструментария для заработка на фондовом рынке. Более того, если не обладать элементарными знаниями в экономике в целом и не иметь представления о биржевой торговле в частности, читая книгу, можно подумать, что ты читаешь мантры тунгусских шаманов, которые в целом хороши и красивы, но совсем непонятны. И непонятен не сам язык, непонятно для чего это и куда. Четвертое. В то же время, если читатель будет упертым, примерно как автор, и не станет рефлексировать относительно своих обманутых ожиданий, и будет просто принимать материал,
Книга станет хорошим подспорьем. Пятое. Книга достаточно подробно ответит не только, почему ты не зарабатываешь на фондовом рынке, но и почему ты теряешь деньги на фондовом рынке. Но в то же время, понимая свои ошибки, читатель может остаться просто наедине со своим знанием того, что он совершил ошибку. Как разорвать этот порочный круг и стать владельцем казино, Тимофей Мартынов тебе не расскажет. Шестое. В процессе чтения книги слабохарактерный читатель может почувствовать себя конченным неудачником. То есть Тимофей Мартынов об этом будет твердить постоянно со страниц книги. В любом примере принятия ошибочного решения ты увидишь там себя. Но отчаиваться, конечно, не стоит, потому что автор книги все это прошел и, как ни странно, оказался жив. Мало того, что жив, но еще и успешен. Седьмое. Тем, кто силен духом и целеустремлен, книга поможет разложить свои поступки по полочкам и, возможно, в будущем научиться меньше терять на бирже. Книга будет воспринята поверхностно, если ты так себе трейдер. Что это значит? Это значит, что у тебя нет кабинета, нет ежедневника, нет своего персонального стола, нет магнитной доски или пробковой доски, где ты, так сказать, публикуешь свои выкладки, строишь свои планы, и где это у тебя наглядно отображено, и ты это видишь каждый день. При этом у тебя может быть хороший дорогой костюм и дорогой кредитный автомобиль, но они просто формируют твой пассив. Для более углубленного изучения этой книги я бы, конечно, порекомендовал покупать печатные издания, чтобы была возможность делать пометки на полях в самой книге, чтобы можно было делать какие-то закладки и потом время от времени к ним возвращаться. Несмотря на то, что в книге много фундаментальных и системообразующих мыслей, тезисов, конечно, книга получилась слишком большая по объему. То есть можно было бы 400 страниц спокойно уместить в 200-250. Многие тезисы повторяются по несколько раз, многие схемы также повторяются по несколько раз, а приведенные графики, они не всегда являются информативными. Конечно же, идеальный пример лаконичной книги – это «Просто космос» от Катерины Ленгольд. 150 страниц, все очень быстро, все очень понятно, но механизм трейдинга был издан примерно на 5 лет раньше, чем «Просто космос». Резюмируя все вышесказанное, конечно, стоит признать, что Тимофей Мартынов очень хорошо научился оценивать свои ошибки и анализировать их. Читателю как бы рассказывается в книге, что вот вроде бы в этой реке есть подводные камни, описываются, какие они могут быть. И вроде бы в этой реке есть фарватер, по которому можно проплыть. Но где этот фарватер, никто не скажет. В результате этого анализа получилось прекрасное пособие, как не повторять ошибки типичного человека, который считает себя трейдером. Последние страницы, ни много ни мало, похожи на откровение Иоанна Богослова по структуре, как в Библии. То есть Тимофей признается, что несмотря на то, что он знает, как работает механизм трейдинга, все его этапы, все составляющие, но обеспечить стабильную работу этого механизма он так и не смог. И как и тысячи других людей, которые приходят на фондовый рынок работать, остается интуитивным трейдером. С другой стороны, те, кто знает, чем сейчас занимается Тимофей Мартынов, то есть это Smart Lab, конференции, понимают, что на биржу, то есть в казино, как он его называет, Тимофей уже практически не ходит. То есть у него есть другое направление деятельности, и он по большому счету создал свое казино, в которое приходят люди, и которые там оставляют свои деньги. Один из последних постов на Фейсбуке говорит о том, что Тимофею кто-то предложил $2 миллиона за половину ресурса Smart Lab. Это очень хорошее достижение и хорошая цена, мне кажется, надо соглашаться. Сейчас Тимофей работает над своей второй книгой, которая не будет о трейдинге, она будет о счастье, потому что счастье и трейдинг вещи, скорее всего, несовместимые. Ну, а идеальный механизм трейдинга это, наверное, как вечный двигатель. Он, наверное, настолько же утопичен. На этом у меня все.
ставь лайк, подпишись, если еще не подписан. Ну и если интересно, поделись ссылочкой с друзьями. Пока.